Привет, киноманы! Вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас лучшие сериалы, которые в этом году вышли со своими премьерными сезонами или были обновлены новыми. Постапокалиптика, адаптация суперпопулярного аниме, драматические истории, боевики и не только в сегодняшнем выпуске. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра! One Piece – большой куш. Если вы любите пиратские приключения, хотя бы краем уха слышали о популярных манге и аниме One Piece, то вам обязательно понравится одноименный сериал от Netflix, который является адаптацией оригинального произведения Эйтиро Оды. Да, могу представить недоверие лайв-экшен адаптации аниме от Netflix, но на этот раз она действительно, вот сюрприз, качественная и безумно увлекательная. Сериал рассказывает о Манки Ди Луфи, мальчике, который мечтает стать королем пиратов и обладает способностью растягивать свое тело как резину, после того, как съел дьявольский фрукт. Вместе с друзьями, которых он встречает на своем пути, он исследует бескрайний океан в поисках Гранд Лайна и легендарного сокровища One Piece, оставленного бывшим королем пиратов. Сериал приятно удивляет точностью и верностью оригинальному материалу, сохраняя те же атмосферу и юмор. Даже тот же заразительный, придурковатый энтузиазм Луфи идеально перенесен на экраны. Актеры отлично подходят к своим ролям и играют убедительно. Визуальные эффекты создают красочный яркий мир, наполненный фантастическими персонажами и местами, воплощенными не только с помощью CGI, но и множество практических эффектов. One Piece — это веселое и увлекательное шоу, которое не только дает дань уважения первоисточнику, но и добавляет некоторые новые элементы. Это сериал для всех, кто любит хорошие пиратские приключения и желает поближе познакомиться с миром одноименных манги и аниме. Скрежет металлом – жесткая экшн-комедия, которая переносит нас в постапокалиптическую пустошь. Главный герой Джон Доу, автогонщик-аутсайдер, один из тех, кто отважился в мире после катаклизма доставлять грузы между городами. Однажды ему предоставляется шанс на лучшую жизнь и получение гражданства, но для этого ему нужно выполнить опасную работу – доставить посылку. На своем пути он встречает крутую гонщицу автомобилей, с которой объединяется, чтобы противостоять мародерам, машинам-убийцам и сумасшедшему клоуну по имени Сладкоежка. Это забавный и динамичный сериал, который сочетает в себе юмор, экшен и драму. Сериал не особо стремится казаться серьезным и уважительно относится к своему видеоигровому происхождению, используя пасхалки и отсылки для фанатов. Дополнительный интерес еще и в том, что он раскрывает прошлое и мотивы героев. Кроме того, телешоу приятно удивляет своими производственными и визуальными качествами. Экшн-сцены захватывают дух и наполнены взрывами и погонями. Креативный дизайн декораций и костюмов также вызывает восхищение, создавая реалистичный и разнообразный постапокалиптический мир. Twisted Metal — это увлекательное безумство карикатурного насилия, которое понравится как поклонникам серии, так и новичкам, и один из самых запоминающихся новых сериалов этого года. «Захваченный рейс» — 7-часовой триллер, который рассказывает о судьбе пассажиров и экипажа рейса KA-29 из Дубая в Лондон, который был захвачен группой террористов с неизвестными мотивами. На борту самолета оказывается Сэм Нельсон, бывший сотрудник спецслужб. Он становится единственной надеждой на выживание заложников и экипажа, используя для контроля ситуации все свои умения, харизму и смекалку. Сериал не претендует на глубокий анализ политических и моральных аспектов похищения, а сконцентрирован на динамичном и захватывающем действии. События развиваются практически в реальном времени, что придает им остроту и напряженность. Зритель живет вместе с персонажами каждую минуту их страха, надежды и отчаяния. Главным достоинством сериала, естественно, является игра Идриса Эльбы, который несет на себе весь спектакль своим магнетическим присутствием в кадре и убедительностью. Он создает образ человека, который может завоевать доверие и уважение любого, кто умеет думать, и который может импровизировать в любой кризисной ситуации. «Захваченный рейс» — это глянцевый, но эффективный триллер, который доставит вам настоящее удовольствие от просмотра. «Потерянные цветы» Элис Харт — это новый веб-сериал, основанный на одноименном бестселлере Холли Рингланд. В главной роли Сигурни Уивер, которая играет Джун Харт, холодную и отстраненную бабушку, управляющую цветочной фермой. Но это не просто ферма, а убежище для женщин, которые пострадали от насилия. Когда родители 9-летней Элис погибают в пожаре, Джун забирает ее к себе и старается скрыть от нее тайны своей семьи. Сериал повествует о том, как Элис растет и меняется, как она находит свой жизненный путь и справляется с травмами. «Потерянные цветы» Элис Харт — это и визуально, и эмоционально насыщенная драма, которая затрагивает темы наследия, домашнего насилия и прав женщин. Сериал поражает красотой съемки, показывая живописные австралийские пейзажи и разнообразие цветов на ферме. Музыкальное сопровождение написанных Хани и Рани создает особую атмосферу и настроение. Актерский состав также заслуживает похвалы. Думаю, следует отметить, что символизм и многочисленные намеки отсылки сериала могут временами казаться избыточными или слишком очевидными. Тем не менее, «Потерянные цветы» Элис Харт — это увлекательный и трогательный сериал, который стоит посмотреть любителям драмы и литературы.
Сериал «Наследники» — это мрачная комедийная драма о семейных интригах и борьбе за власть среди детей Логана Роя, владельца гигантской медиа-империи. Сериал затрагивает темы семейных отношений, политических интриг, жадности и коррупции, показывая, как братья и сестры Рой пытаются завоевать одобрение и наследство своего отца. «Наследники» — это острая сатира на современный корпоративный мир, где нет места верности, а предательство — норма. Сериал получил множество похвал за сценарий, актерскую игру, юмор и музыку. Критики сравнивают его с шекспировскими трагедиями, такими как «Король Лир» и Макбет, подчеркивая, что в нем изображены сложные и неоднозначные персонажи. У сериала также есть своя армия фанатов, которые восхищаются остроумными диалогами, неожиданными поворотами сюжета и забавными оскорблениями. Возможно, он слишком циничный и может показаться угнетающим для зрителей, которым сложно сопереживать героям. Хотя в то же время он и показывает человеческое лицо безжалостных миллиардеров, которыми движут их комплексы, амбиции и чувства. «Наследники» рекомендуются к просмотру всем, кто любит умные и захватывающие драмы, в которых комедия тесно переплетается с трагедией. «Черное зеркало» — изначально британский сериал-антология, который исследует темную сторону технологий и то, как они могут влиять на нашу жизнь неожиданным и зачастую тревожным образом. Каждый эпизод представляет собой отдельную историю с разными персонажами, обстановкой и жанрами, но все они объединены общей темой — черное зеркало наших экранов, в котором отражается наше существование в 21 веке. Сериал создан Чарли Брукером, который также является автором некоторых эпизодов, а также другими талантливыми сценаристами. Эпизоды варьируются от научно-фантастических триллеров до сатирических комедий, от антиутопических кошмаров до романтических драм, но все они имеют изюминку, которая заставит вас усомниться в своих предположениях и бросить вызов своей точке зрения. Одной из самых сильных сторон «Черного зеркала» является его оригинальность, креативность и актуальность. Сериал остроумно и остро критикует такие современные проблемы, как приватность, идентичность, социальные сети, искусственный интеллект и развлечения. Это, конечно же, шоу не для всех, поскольку порой может быть тревожным и депрессивным, но оно уникальное и инновационное, до сих пор предлагающее иной взгляд на мир, в котором мы живем. «Благие знамения» — комедийный фантастический сериал, основанный на романе Терри Пратчетта и Нила Геймана о необычной дружбе между ангелом и демоном, которые пытаются предотвратить апокалипсис. Сериал повествует о привередливом и любящем книги ангеле Азерафеле и саркастичном демоне-бунтаре Кроули, которые объединяются, чтобы найти Антихриста, мальчика, который может уничтожить мир. А на их пути появляются разные персонажи из библейских и мифических историй. Сериал является замечательной адаптацией романа с остроумными диалогами, умными отсылками и потрясающими визуальными эффектами. Главной изюминкой сериала является химия между Майклом Шином и Дэвидом Теннантом, которые играют роли Азерафеля и Кроули соответственно. Они придают своим персонажам шарм, юмор и эмоции, а их совместные сцены неизменно вызывают улыбку. В сериале также собран отличный актерский состав второстепенных ролей: Джон Хэм, Миранда Ричардсон и Фрэнсис Макдорманд. И это одна из тех редких экранизаций, которые удачно передают дух и тон оригинального романа, добавляя к нему свой собственный стиль и креативность. Сериал «Миллиарды» рассказывает о противостоянии двух влиятельных людей в мире финансов: Бобби Аксельрода, миллиардера, который возглавляет хедж-фонд, и Чака Роудса, американского прокурора, который жаждет его посадить. Сериал захватывающе показывает сложную и жестокую игру денег, власти, политики и морали. Он радует блестящей игрой главных актеров Дэмиана Льюиса и Пола Джаматти, не менее прекрасные актеры второго плана, особенно Мэгги Сиф в роли Венди Роудс, который выступает психологом для обоих главных персонажей. Диалоги остроумны, полны умных аллюзий, а сюжет запутан и непредсказуем, что не дает зрителям расслабиться. «Миллиарды» — это сериал, который порадует и увлечет любителей драмы и финансов, и которое стоит посмотреть, если хотите узнать, на что готовы пойти люди ради огромных денег. «Линкольн для адвоката» — сериал Netflix, основанный на романах Майкла Коннелли. Главный герой Микки Хеллер — харизматичный и хитрый адвокат, который ведет практику из своего Линкольн Таун Кар. Он берется за самые разнообразные сложные дела, защищая клиентов, которые часто оказываются виновными или скрывают что-то от закона. Но Хеллер не просто жадный и бездушный адвокат, у него есть свое видение справедливости и моральные принципы, которые иногда противоречат его профессии. Сериал — это увлекательный интеллектуальный юридический триллер. Дела, которые расследует Хеллер, сложные и интригующие, а персонажи живые и интересный. «Линкольн для адвоката» не претендует на оригинальность или новаторство, но это качественный и занимательный сериал, который соответствует ожиданиям зрителей. Сюжет с неожиданными поворотами, драматические конфликты, юмор и экшен. Удачная экранизация романов Коннелли, которая должна понравиться любителям жанра. «Правосудие. Первобытный город» — мини-сериал, в котором вновь появляется запомнившийся зрителям персонаж Рейлан Гивенс, остроумный маршал США, сыгранный Тимоти Олифантом. Сериал основан на романе Элмора Леонардо и повествует о том, как Рейлан оказывается втянут в расследование убийства в Детройте, где ему приходится столкнуться с жестоким социопатом, грозным адвокатом и другими подозрительными личностями. Эта криминальная драма не только дает дань уважения оригинальному правосудию, но и раскрывает новые аспекты истории. «Первобытный город» — это интересный и увлекательный сериал, который понравится как давним
поклонникам, так и новым зрителям, которые любят криминальные драмы с элементами вестерна. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.